Всем привет! Вот и лето в город Архангельск пришло. Здесь погода, листва, вон, вообще нормально. Тепло сегодня. Сейчас приехал он в гараж. Тут с машиной кое-что поделать. Сейчас небольшой ликбез по запчастям проведем. И расскажу пару небольших недомоганий автомобиля. Буквально полчаса назад забрал запчасти из Эмикса. Давайте сейчас все посмотрим. Расскажу, что заказывал. Вот это вот, кстати, она оригинал. Крышка аккумулятора, которая вот на машинах, у кого пластиковый короб. У меня она сломана была. Там аналог какой-то есть, я брал, но она уже сломанная приходит. Вот, то есть поставим, посмотрим, как будет. Так, кому надо, ставим на паузу, запоминаем номерки. Далее, всеми нами любимые колпачки колесных болтов. Это не те, которые на секретку. Кстати, ну тут дело-то все в том, что в условиях плохих дорог один колпачок он был утрачен. Кстати, тот, который на секретку из комплекта. Вот, теперь поставлю обычное, еще один в запасе останется. И хотел еще показать. Вот обратите внимание, один колпачок вот этот вот, он от других отличается, потому что это не оригинал, это Алиэкспресс. Ладно, продолжим историю с запчастями. Так, взял зачем-то Зеккерт, фильтр салонный, угольный. Ну, как бы, не знаю. У меня все равно дополнительный стоит спереди. Сейчас я все покажу. Так что не знаю, какого он качества. Вот это фильтра, которые ставятся, вот, фильтр салона, Honda HR-V, TSN, все дела. Вот номерочек. Их два в комплекте. То есть они ставятся как дополнительный фильтр под капотом. Далее я тут решил свечки поменять. Заодно взял прокладки впускного коллектора. То есть его буду снимать. Оба комплекта Victor Reigns. Вот это получается нижние, да, зеленые тоненькие. 4 штуки. Это верхние. Тут номерки, все есть. Так, ну это ладно. Далее, что вот это вот такое расскажу. Вот запоминайте номер. Кому-то может быть нужно. Я вообще не люблю, когда в машине что-то брякает. Но самое интересное, что я вот этого не слышал. То есть вот идем сюда. Это заметил мой коллега. А в машине реально не слышно. Коллега заметил, когда я на работу приезжал, он в офисе стоял. Слушаем. Так что вот этот косяк сейчас будем исправлять. Сейчас мы машину загоним вот сюда вот на яму. И будем разбираться, что же там не так. Номер шайб запоминайте. Он понадобится. Так, вот теперь вот мы под машиной находимся. Вот глушитель, да? Банка задняя. И вот брякающая часть. Так. Вот там вот должно быть видно. Вот оно. Круглое крепление. То есть оно должно садиться вот так вот, там шпилька. И вот этой вот упорной шайбой. Почему не пластиковой гайкой? Потому что тут должно быть горячо от глушителя. Это тепло там. Шайба, скорее всего, отгнили, потому что вон там ее остатки болтаются. Вот, да, они выпали как раз. Это вот остаточки шайбы. Шайбочки. Такие вот. То есть надо теперь новыми шайбами все это закрепить. А второе крепление, оно вон. Так что сейчас закреплю и все это покажу. То есть вот эту, наверное, мне не показать, а то я попробую. В общем, мне просто не показать это под машиной одному. Вот шайбочка, да? Ее надо вот как бы получается вот так вот. Вот этими защелками к себе. То есть вот эта сторона, она будет обращена к себе. Когда ее туда засовываешь, просто ее надеваешь на шпильку, защелкиваешь сколько можешь, а
потом можно взять головку из набора, к примеру, на 15. Я вообще с удлинителем вот взял. И прямо как бы ей надавил посильнее, чтобы она защелкнулась. Сейчас вторую поставлю, покажу результат. Так, ну все, вот результат. Сейчас фонарик включим. Вот шайба номер 1. Там вдалеке. Вот шайба номер 2. То есть никакого больше брякания у нас нет. Так, что еще пока под машиной это показать хотел. Вон там вдалеке. Не знаю, видно, не видно. Задние сайлентблоки передних рычагов стоят цельнолитые от Audi RS3. Так что не знаю, потом по поведению на дороге видосик сниму чуть попозже. Ну и по подвеске. Тут съедены резинки были вот здесь под развальными болтами. И вот здесь вот менялись. В цапфах, получается, задних. Все сделали развал. Поменяли болты, вон новые стоят. Развальные тоже новые. Все эти 4 резинки поменены. Ну, сразу парами взял. Браулин Фердер. Так что машина обслуживается. Все с ней хорошо. Вот тут еще, кстати, косяк один. С теплоэкраном сгоревшим. Вот он болтается. То есть надо будет подумать, как его потом здесь закреплять. Он просто уже прогорел. А вон такие же шайбы стоят, которые крепят. Так что не знаю, вот над этим местом еще подумаем. Но оно в принципе-то особо не брякает на ходу. Тут даже может, когда машина прогревается, вот этот звук кастрюль из-под машины, тут больше, наверное, не катализатор, а вот именно вот эти теплоэкраны. Так что вот, ладненько. Сейчас, наверное, машину выгоню. Поставлю крышку новую аккумулятора. И фильтра поменяю салонные оба. Что-нибудь еще покажу. Вот дополнительный воздушный фильтр. Ссылки на короб с AliExpress, к сожалению, не сохранилось. Так, номерок хондовского фильтра. Ну, все увидели. Вот. Их два, кстати, в комплекте идет. Машину не стал выгонять, нафиг надо, закрылся с ней в гараже. Так, здесь жабо нужно будет приотогнуть. Ну, тут, в принципе, все интуитивно. Чуть его отщелкнуть из уплотнителя. Дворники не мешают. Это так. Уже. Вот. И вот эта перегородка. Вот у нее два винта. 1, 2 под торкс. Их откручиваем. Там стоит короб с фильтром. Фильтры я китайские, которые с ним шли, два, так и не ставил ни разу. Я просто беру вот эти хондовские и обклеиваю оконным уплотнителем. Ну, примерно вот таким. Там в 2-3 слоя, там как получается. Чтобы он плотничком туда встал. И вообще нормально будет. Сейчас сниму, покажу. Но для начала надо открутить вот их. И там уже будет этот короб. Как-то так. Перегородка. Вот так вот там стоит. Так, сейчас покажу состояние фильтра. То есть вот он с осени где-то стоит. То есть сейчас придется снять короб. Это 3 гаечки. Здесь и вон третья. Потому что удобнее фильтр плотненько ставить в этот короб, когда короб в руках. Ну и там вот все протереть в коробке воздухоплитока. По поводу того, зачем фильтр. Сейчас многие спросят, кто-то даже скажет, что он не нужен, есть же салонный фильтр. У нас в машине конструктивно такая беда. У нас салонный фильтр стоит после моторчика печки. То есть это вот вся срань, которая сейчас на этом фильтре. А осенью буду его менять, покажу. Там еще березовые эти штуки, летающие вертолетики маленькие. Их просто здесь будет очень много. И получается вся вот эта срань летит в моторчик печки. Да, она в салон не попадает, но она засирает моторчик. То есть моторчик тоже чищу каждый раз, когда меняю фильтры.
Ну, в смысле тот салонный, основной, ну, оригинальный, родной. Вот. И при наличии вот дополнительного фильтра салонный гораздо, ну, моторчик, печка и салонный фильтр, основной штатный, гораздо чище. Так что, ребята, вот этот фильтр нужен все-таки. Ладно, буду заниматься. Ребята, о чем я и говорил, вот фильтр снят, сразу виден моторчик печки. Так и то там пылюка есть. Я фильтр тот вынимать буду салонный, так я моторчик выну тоже. Продую его компрессором по состоянию старого фильтра. Ну вот видно, да? Видно то, что в моторчик печки не попало. То есть с обратной стороны грязи никакой сыпучей нет. А фильтр вообще, он в идеале вот такой вот, беленький. Вот он. На оконный уплотнитель все посажено, все вставлено, все плотненько. Так что вот этот короб теперь будет сейчас туда поставлен, прикручен. И все, можно заниматься салонным фильтром и моторчиком печки. Так, пока машину не выгнал, что еще хотел показать. Почистил, раз уж все это ползал тут, почистил еще дренажи. Это вот в передних крыльях, вот за брызговиками. Брызговики крепятся 4 самореза. Тут их видно. Они под вот такую вот звездочку. Вот такая вот звездочка. Не подскажу насколько, не очень в них разбираюсь. Т-20. Да, Т-20. Так что, с учетом того, что чистится 2 раза в год, вот такая вот кучка грязи. Вон, кстати, новая крышка аккумулятора. Все, приелась. Защелкнуто. Все отлично. Ну и с той стороны сейчас покажу чистку дренажа. И поедем вынимать моторчик печки. Ну и здесь вот поменьше кучка. То есть, ребята, чистите свои дренажи. Это важно. Машина будет меньше ржаветь. Машину я что-то неудачно так поставил. Солнышко снимать жестко мешает. В общем, приступим к снятию моторчика печки. Так. Коврик пока не убираем. Потому что там что-то может высыпаться. Ну, а так расскажу. Потом, не знаю, можно, конечно, будет показать. Вот эти вот барашки пластиковые. Так, фонарик. Вот этот и вот этот. Вот этот вот. Их откручиваем. Они просто откручиваются. Ничего особо сложного. И нужно вот этот нижний лист вот этой пенки снять. Ну, так же, как при замене салонного фильтра. Но салонный фильтр я пока вытаскивать не буду. Начнем с чистки моторчика. Салонный фильтр старый оставлю, потому что от него там кусочек нужно будет отрезать, когда кондиционер буду чистить. Там на канале можете посмотреть, у меня видео есть про чистку кондиционера. Испарителя, точнее, кондиционера. Так, вот эта пенка. Так, ее мы убираем в гараж, чтобы не мешалось. И идем обратно к машине. Так, здесь вот сам мотор печки, вон он расположен. Вот так вот. Тут у него одна фишка. У меня машина без климата. То есть тут у нее вот фиксаторы такие. Вот они по бокам вот. Их сжимаем и вытаскиваем. Здесь у самого мотора у него где-то вот защелка вот здесь вот. Ее нужно вот здесь вот она. Вот защелка. Ее нужно откинуть и повернуть против часовой стрелки мотора. И тогда мы его вытащим. Так, мне это вот на связь на телефоне не показать. Саму защелку отгибаем на себя.
И поворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваем мотор. Ну а дальше что, приступим как-то к чистке и продувке. Продувать буду автомобильным компрессором. У меня для него такой наконечник есть, продувочный. Посмотрим, что получится. А, да, кстати, сразу скажу, покажу. Смазывать решил не силиконкой, не маслом. Я у многих почитал, посмотрел видосы. Нужна наполненная смазка. Ну, такая как бы не жидкая. То есть это будет ликвимоль для замков беленькая. Потому что моторчик-то симптомы какие свистит в мороз. А она морозостойкая. В общем, моторчик я вынул. Не такой уж он супер грязный. Ну и все, он чистился, продувался несколько раз уже. Вот. Я думаю попробовать его снять вот эту верхнюю крышку. Здесь вот эти вот защелки резиновые. Их надо утопить туда, вот их 3 штуки. И снять вот эту крышку. То есть, как вот здесь вот состояние видно. Видно, да? Будет все это продуваться. И, наверное, почищу очистителем карбюратора. И далее уже смажу втулочки. Ну, вот там вот она ниже. И сзади такую же. Думаю, будет все нормально. Ладно, продолжаем чистку. Снял я заднюю крышку моторчика. Вот эти резинки надавил просто шлицевой битой из набора. Ну теперь понятно, почему он свистит. Вот это все почистить, и все будет хорошо. Я думаю так. Потому что я ее до этого не снимал. Я просто его прочищал и смазывал с другой стороны. Пролил очистителем карбюратора. Если кому-то интересно, какой использую, взял лавровский. Очиститель карбюратора и доростительной заслонки. Так, вот номерок. Залил. Он стал чистенький. Сейчас это все дело продую, еще оботру. И все буду собирать.